Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня буду вместе с вами разбирать вот такой красивый, роскошный узор крючком с веерами. Узор очень интересный, эффектный, и для вязания необходимо выбирать эффектную пряжу. У меня здесь пробный образец, здесь еще я редактировала вязание узора. И сейчас я вам буду показывать образец вязания на примере вот такой интересной пряжи Янард Элеганс. Это шнурковая пряжа, найдет как шнурочек с люрексом. Очень красиво смотрится, сияет, и, конечно, для такого узора, думаю, подойдет отлично. И узор отлично подойдет для вязания летних нарядных топов. Можно оформить низ кофточки, можно связать юбку с таким узором. Посмотрите, он красиво смотрится и как при направлении вязания сверху вниз и снизу вверх. Можно здесь к начальному ряду присоединить нить и симметрично связать узор в другом направлении. Будет тоже очень интересный эффект. Друзья, пишите комментарии, как вы думаете, что лучше связать из такого узора. Так, еще подробно расскажу о пряже. Вот такая ниточка. И здесь моточек 50 грамм, в нем 130 метров. Для вязания я буду использовать крючок номер 4. Тот крючок, который рекомендован к вязанию данной пряжи. Здесь состав 88% это хлопок и 12% вот металлик полиэстер. В принципе, основной состав это хлопковая пряжа. И для начала вязания узора набираем цепочку воздушных петель. Раппорт узора в ширину составляет 24 петли плюс 1 петля для завершения ряда, поэтому я набираю на 2 повторения узора 49 петель и далее приступаю к вязанию. Я набрала начальную цепочку воздушных петель, 49 петель, и начинаю вязать первый ряд. Для вязания первого ряда еще набираю одну воздушную петлю. И теперь во вторую петельку от крючка ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Первый ряд вяжем так: 3 воздушные петли, отсчитываем вот 3 петельки начальной цепочки от последнего столбика, в четвертую ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Далее еще раз 3 воздушные петли, отсчитываем от столбика 3 петельки начальной цепочки, в четвертую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее делаем на крючок накид, отсчитываем от столбика 3 воздушные петли, в четвертую вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Далее из этой же петельки, из которой провязали столбик, вяжем еще 5 столбиков с одним накидом. Получается у нас веер из 6 столбиков с одним накидом. Это основа будущего большого веера. Провязав 6 столбик с накидом, вот теперь отсчитываем 3 петли начальной цепочки, в четвертую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, отсчитываем 3 петельки, в четвертую вводим крючок, столбик без накида. И еще раз 3 воздушные петли, арочка, отсчитываем 3 петельки, в четвертую вводим крючок, столбик без накида. По сути, первый раппорт узора завершен на 25 петель, 24 плюс 1. И далее повторяем от начала ряда те же самые действия. Вяжем 2 арочки из 3 воздушных петель и через 3 петли столбик без накида. Вторая арочка,
3 воздушные петли и через 3 петли столбик без накида. Далее вяжем веер из 6 столбиков с одним накидом. Закончив вязать 6-й столбик, через 3 петли закрепляем веер столбиком без накида. Далее арочка 3 воздушные петли, то есть у нас после веера провязываем еще 2 арочки из 3 воздушных петель и закрепляем их столбиками без накида. И вот до конца ряда как раз остается вот 3 петельки, и в 4-ю вводим крючок и провязываем столбик без накида. Первый ряд завершен. Перехожу к вязанию второго ряда. Для этого разворачиваю вязание и начинаю вязать второй ряд с одной воздушной петли. И теперь вот в первый столбик вяжем столбик без накида. Далее вяжем одну арочку, делаем 3 воздушные петли и вяжем столбик без накида в вершину столбика предыдущего ряда. Вот как раз через 3 воздушные петельки. Далее начинаем вязать веер. Вяжем, вначале делаем одну воздушную петлю, делаем на крючок накид, и теперь из вершин столбиков с одним накидом вяжем новые столбики с одним накидом. И причем во втором ряду на веере вместо 6 нужно провязать 8 столбиков с накидом через одну воздушную петлю. Я провяжу на вершине первого столбика 1 столбик с накидом, на вершине второго тоже 1 столбик с накидом. Не забываем воздушные петли делать. И по центру на 2 петельках буду делать прибавление. Вяжу столбик с накидом, 1 воздушная петля, из той же петли столбик с накидом, 1 воздушная петля. Далее на 4-м столбике тоже столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик с накидом, 1 воздушная петля, и вот на оставшихся 2 петельках по 1 столбику. Столбик с накидом, уже 8-й, 1 воздушная петля. Вот такой получился веер. Теперь выполняем после воздушной петли столбик без накида. Вот смотрите, идет арочка, после нее столбик. В вершину вяжем столбик без накида. Далее вяжем арочку 3 воздушные петли. И в следующую вершину столбика вяжем столбик без накида. На этом первое повторение завершено. Начинаем повторять как с начала ряда. И здесь второе повторение у меня идет 3 воздушные петли, столбик без накида, первая арочка, 1 воздушная петля, и вяжем 8 столбиков с накидом через 1 воздушную петлю на веере предыдущего ряда. Закончив 8 столбик, не забываем сделать 1 воздушную петлю, делаем столбик без накида в вершину столбика и вяжем после веера 1 арочку, 3 воздушные петли и столбик вот без накида в вершину последнего столбика ряда. И второй ряд узора завершен. Начинаю вязание 3-го ряда, и для этого
поворачиваю вязание, делаю для начала ряда одну воздушную петлю и вяжу столбик без накида вот вершину первого столбика. Далее после столбика 2 воздушные петли. Здесь мы уже сразу переходим к вывязыванию узора веера, арочки не делаем, и будем вязать на вершине каждого столбика предыдущего ряда красивые шишечки с пико на вершине. И вводим, делаем накид на крючок, вводим крючок от вершины первого столбика, провязываем только накид. И так еще 2 раза. Провязываем 3 накида из одной точки. Далее провязываем вот вершину вот такой вот шишечки получается. Делаем 3 воздушные петли. Далее вводим крючок вот в вершину вот этой шишечки за 3 ниточки и провязываем соединительный столбик. И получается на вершине шишечки вот такое пико. Далее делаем 2 воздушные петли и вяжем следующий элемент на вершине следующего столбика веера предыдущего ряда. Провязываем на вершине столбика 3 накида. Далее провязываем общую вершину, 3 воздушные петли и провязываем на вершине соединительный столбик, закрепляя пико. 2 воздушные петли. Между вот такими шишечками выполняем 2 воздушные петли. Итак, на вершине каждого столбика провязываем такую красивую шишечку с пико. И у нас должно быть выполнено на одном веере 8 элементов. Продолжаю вязание третьего ряда, и на веере я провязала 8 шишечек. И далее после 8 шишечки делаю 2 воздушные петли и заканчиваю вязание первого повторения узора, делаю столбик без накида вот вершину столбика без накида вот через 3 воздушные петли получается. Вот так. И начинаем вязать новое повторение, 2 воздушные петли, и сразу переходим к вязанию шишечек на вершинах столбика веера предыдущего ряда. Вот на вершине первого столбика провязываем первую шишечку, на вершине шишечки делаем пико. И не забывайте после шишечки провязать 2 воздушные петли. И так провязываю 8 шишечек. Завершаю вязание третьего ряда. И здесь после 8 шишечки с пико делаю 2 воздушные петли. И заканчиваю ряд столбиком без накида вот в вершину крайнего столбика без накида. Завершив вязание третьего ряда, поворачиваю вязание и далее вяжу четвертый ряд. Четвертый ряд начинаем вязать столбиками с 2 накидами, поэтому для начала ряда вместо первого столбика набираю 4 воздушные петли и плюс 2 воздушные петли по ряду, то есть всего 6 воздушных петелек. Далее делаю на крючок 2 накида и ввожу крючок вот между первой и второй шишечкой веера. И на арочке провязываю столбик с 2 накидами. Далее 2 воздушные петли. Вновь делаю на крючок 2 накида. Ввожу крючок между вторым и третьим столбиком. Провязываю еще один столбик с 2 накидами. И 2 воздушные петли. Следующий столбик с 2 накидами между следующими 2 шишечками. Итак, всего провязываю 7 столбиков с 2 накидами через 2
воздушные петли. Итак, смотрите, вот начальную цепочку, начальные 4 воздушные петли я не считаю. На веере провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с 2 накидами. После 7 столбика 2 воздушные петли, делаю вновь 2 накида и на вершине столбика без накида между веерами вяжу заключительный столбик с 2 накидами. Этот столбик, он идет как разделяющий вязание между раппортами узора. То есть далее начинаем вязать второе повторение, 2 воздушные петли, и на следующем веере вяжу 7 столбиков с 2 накидами между шишечками через 2 воздушные петли. Связав на веере 7 столбиков с 2 накидами, после 7 делаем 2 воздушные петли, 2 накида, и на вершине последнего столбика без накида выполняем столбик с 2 накидами. Итак, закончился 4 ряд. Начинаю вязать 5 ряд, и в 5 ряду мы выравниваем верхний край. И для этого в начале набираю 5 воздушных петель вместо первого столбика с 3 накидами, и делаю на крючок 3 накида, и из начального столбика, первого столбика, провязываю столбик с 3 накидами. Вот такой высокий столбик. Далее 2 воздушные петли, делаю на крючок 1 накид, и на вершине первого столбика с 2 накидами провязываю столбик с 1 накидом. Далее 2 воздушные петли, и на вершине уже второго столбика с 2 накидами провязываю столбик без накида. Далее 2 воздушные петли и вновь вяжу столбик без накида. 2 воздушные петли, столбик без накида на вершине следующего столбика. Получается, смотрите, столбик с накидом мы вяжем на 7 столбике с 2 накидами. Значит, я еще вяжу 2 арочки, закрепляя их столбиками без накида. Две воздушные петли, здесь идет столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли, далее делаю на крючок 3 накида, и смотрите, на столбике, на вершине столбика разделяющего веера необходимо провязать 3 столбика с 3 накидами. Первый, второй столбик такой высокий. Вообще после второго столбика первый раппорт узора завершен. Видите, получается верхний край ряда уже ровный. И начинаем вязать уже второе повторение. Столбик с 3 накидами из первого же столбика. 2 воздушные петли. Далее столбик с накидом на вершине первого столбика с 2 накидами, и далее вяжем арочки и закрепляем на вершинах столбиков с 2 накидами столбик без накида. Так, здесь только на вершине последнего столбика вяжем столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли, делаем на крючок 3 накида,
И здесь, смотрите, 4 воздушные петли было в начале ряда. И вот отсчитываем 4 петельки. В 4-ю вводим крючок и на этой петельке вяжем 2 столбика с 3 накидами. И второе повторение, и ряд у меня заканчивается. Начинаю вязать 6-й ряд, и этот ряд будет заключительный ряд раппорта в высоту. Будем вязать его столбиками с 2 накидами. Кстати, здесь я провязывала по 3 столбика с 2 накидами. Получается более плотный ряд. Но во втором варианте здесь я хочу провязать по 2 столбика через 1 воздушную петлю. Вместо первого столбика набираю 4 воздушные петли, делаю на крючок 2 накида, и вот в первый же столбик провязываю еще 1 столбик с 2 накидами. Далее делаю 1 воздушную петлю, на крючок 2 накида. Далее в вершину вот первого столбика с 1 накидом провязываю 2 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петля. И далее смотрите, на вершинах столбиков без накида 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз еще вяжу по 2 столбика без накида на этих столбиках через 1 воздушную петлю. Итак, я провязала вот 5 повторений, и теперь на вершине столбика с накидом вяжу 2 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петля. Провязав на столбике с накидом на вершине 2 столбика с 2 накидами, здесь завершаем вязание раппорта, провязывая из вершины среднего столбика 2 столбика с 2 накидами. И по сути далее начинается новый раппорт узора. Всего в ширину здесь провязано 24 петли. И начинаем новое повторение с 1 воздушной петли. Делаем на крючок 2 накида и провязываем вот на вершине столбика с накидом 2 столбика с 2 накидами. И так через 1 воздушную петлю. Вот далее на вершине каждого столбика, получается, мы провязываем по 2 столбика с 2 накидами. И так до конца ряда. При завершении 6-го ряда после последней группы вот 2 столбика, 1 воздушная петля, и здесь провязываем вот в вершину последнего столбика 1 столбик с 2 накидами. И всего в этом ряду должно быть исходное количество петель, то же самое, что и при наборе петель, воздушных петель начальной цепочки. И далее начинаем вязать 7-й ряд. 7-й ряд это первый ряд вязания узора, то есть начинаем вязать новый раппорт в высоту, поворачиваем вязание. Далее 1 воздушная петля. На вершине первого столбика провязываем столбик без накида. Далее точно так же, как в первом ряду, выполняем арочки, 3 воздушные петли. Отсчитываем 3 петли в 4-ю вот петельку, вводим крючок, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Отсчитываем 3 воздушные петли, в 4-ю вводим крючок, столбик без накида. Провязали 2 арочки. Далее делаем накид на крючок, отсчитываем 3 петли, в 4-ю вводим крючок, и на этой петли провязываем основание веера
из 6 столбиков с одним накидом. Я один провязала, далее второй столбик с накидом, третий, четвертый, пятый и шестой столбик из одной точки. Закрепляем веер, пропустив 3 петли в четвертую, вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее 2 арочки, 3 воздушные петли и через 3 петли в четвертую вводим крючок, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли и пропускаем 3 петли в четвертую, вводим крючок, столбик без накида. И здесь у нас должно совпасть вот первый веер, и над ним как раз располагается второй веер. Начинаю второе повторение. Здесь 3 воздушные петли и то же самое считаю. Первая арочка, вторая арочка, далее идет веер из 6 столбиков с накидом, далее через 3 петли закрепляю веер, столбик без накида, 3 воздушные петли, закрепляю первую арочку, столбик без накида, 3 воздушные петли, отсчитываю 3 петли, как раз вот последнюю петлю ряда провязываю столбик без накида. Первый ряд, и это начало вязания второго раппорта узора в высоту, завершила я. Далее сейчас провяжу еще узор в высоту, чтобы показать вам уже готовый узор. Дорогие рукодельницы, я провязала образец, повторив раппорт узора в высоту 3 раза. И вот такой получился узор. Специально взяла темный фон, чтобы лучше было видно рисунок. Но, к сожалению, камера все равно не передает сияние этой пряжи. Она отлично подходит для вязания вот такого красивого ажурного узора. И выглядит полотно роскошно.